Снова всем привет. Спасибо вам за оценки моего проекта. Спасибо за то, что налайкали тут целую кучу. Просили рассказать о бутылкарезе, рассказываю. Бутылкарез отпечатан на 3D принтере. Основание из АБС. И основание лучше печатать из нормального прутка, а не из самодельного пластика. Объясняется тем, что посадочные места под подшипники, они нормированы. Подшипники должны туда входить достаточно туго. После того, как я распечатал их самодельным пэтом, у меня посадочные размеры ушли на несколько десяток, и подшипники болтаются. Этого допускать нельзя, поэтому лучше печатать из нормального. Ну, по крайней мере, первое время, покуда мы не доведем до нормального состояния эту технологию, она не будет печатать ровно. Детали не будут в допуске. Состоит из основных частей основания: нижний подшипник, верхний подшипник сточенный. Это проставка, которая нормирует ширину ленты. Это две шайбы, которые прижимают подшипник один к другому. Подшипники для того, чтобы использовать в этом бутылкарезе, нужно подготовить. Вот если вы приглядитесь, не знаю, будет видно на видео, у них сточен один из краев. Почему? Потому что в оригинале вот здесь вот есть фаска. Здесь вот есть фаска. И с этой фаской подшипники резать не будут. То есть будет просто заминать материал. Эту фаску нужно удалить. Подшипников без фаски я не нашел, поэтому пришлось сделать очень просто. Сейчас покажу вот на примере другого подшипника, как нужно подготовить их к работе. Вот у меня распечатано уже из бутылки основание, то, которое будет выложено в архиве, в репозитории, найдете рядом с файлами станка. В чем тут проблема? В целом она распечаталась красиво, ровно, хорошо, замечательно. Но вот эти вот посадки, они здесь неправильно. Здесь вот это все болтается. Здесь оно, конечно, потуже входит, но тоже болтается чуть-чуть. Поэтому из нормального пластика. После того, как вот это основание вы сделали, садите подшипник либо на эту, как удобно будет. Берете либо болгарку, либо точильный камень. Здесь подводите болгарку, либо точильный камень вот так вот. Сейчас покажу. Вот так. И начинаете снимать материал. Соответственно, подшипник будет тоже прокручиваться, проворачиваться, и слоями будет по всей длине окружности сниматься равномерно материал. Тем самым вы вот эту фаску сточите, и потом просто подшипник меняете, ставите новый, и опять болгарочкой или точильным камнем. Но это я делал точильным камнем. Снимаете по окружности материал. После того, как сняли, подшипники подготовили. Так, вот здесь вот есть, я не знаю, как они называются, сепараторы. Вот буковки. Я использую 2603 ZZ. Вот ZZ означает, что вот это вот, будем называть его сепаратор, он из металла. Если вы его немножко заденете, покоцаете, ничего страшного. То есть у нас подшипники работают не в каком-то супер крутом режиме, не на больших скоростях, не нуждаются в защите от пыли или еще чего-то. Поэтому ничего страшного. Я вот здесь вот один замял, и ничего плохого не произошло. Подшипники крутые там покупать не стоит. Возьмите самые дешевые, советские ГПЗ-1, там, по-моему, называются. Они стоят там по 100 рублей. Сделаете, и все будет ходить. Так, с этим все. Давайте покажу, как это все должно работать. Здесь направляйка на нижний подшипник. Прижимает. Здесь клювик для того, чтобы лучше держать. Я не знаю, насколько он нужен. Я его при проектировании сделал, но еще как бы не это самое. Не знаю, нужен он обоснован или нет. Второй подшипник надевается в натяг, туго.
и фиксируется шайбой. Шайбу, соответственно, нужно затягивать до тех пор, покуда вот подшипники не придут в зацепление, вот они не начнут как бы четко друг друга касаться при прокручивании. Вот если один, к примеру, затормозит, то второй тоже должен все равно прокручиваться с таким вот характерным звуком. Подшипники эти убитые, они сняты со стиральной машины, и у них есть уже небольшой люфт, у них уже шарики покоцанные, плоскостя, по которым они двигаются, тоже покоцаны, но это не мешает использовать их в таком качестве. Так, бутылки. Для того, чтобы нарезать бутылку. Я вот взял бутылку из-под пива, это, по-моему, жатецкий гусь, вроде гусь. Для того, чтобы ее подготовить, жатецкий гусь, они не рифленые. То есть, но есть бутылки рифленые, те же Пепси, та же Фанта, она вся такая гнутая. Их нужно подготовить для того, чтобы бутылка сделалась ровной и потом ничего не мешало нарезать ленту. Точнее, даже не так. Бутылкорез нарежет любую бутылку, и кривую, косую, любую. Но когда, опять-таки, будет материал заходить в экструдер и будет прессоваться лента, то ее будет перевивать то в одну, то в другую сторону. Я в первом своем видео показывал ленту, которая была бракованная, у нее перескакивала завивка то внутрь, то снаружи. Это как раз потому, что я не подготовил 5-литровую бутылку, она была рифленая, и когда нарезал уже из нее ленты, получилось так, что ленты то в одну сторону смотрят, то в другую, и, соответственно, при протяжке тоже все пошло не так. Так, вот у нас есть бутылка, я ее обычно грею феном, для того, чтобы все рифлености, все это дело сгладить. Грею до тех пор, так, крышка закрыта, соответственно, и там 2-3 капельки воды желательно в ней оставить, после как вы моете бутылку, чтобы эта вода нагревалась, воздух внутри бутылки нагревался, вода превращалась в пар, распирала ее. Греть бутылку до тех пор, покуда вот у нее вот такое вот донышко не сделается. Вот такой вот пузырь на донышке означает, что греть хватит. Вот. После этого отрезаем донышко. Это можно сделать канцелярским ножом. Вот так вот его. Я вот делаю вот там, где как раз вот заканчиваются уже вот, не знаю, ножки это или зубья бутылки. Я именно там и режу, чтобы побольше материала полезного захватить. Если вы не будете подготавливать бутылку, он ее все равно разрежет. Но у нас выбраковки будет больше, потому что нам придется резать не вот здесь, а вот здесь. Вот здесь вот проходит стандартная линия, по которой в большинстве случаев те, кто пользуется бутылкорезами, они вот здесь вот начинают резать. У меня вот здесь вот еще пару сантиметров в запасе получается. После этого ножницами проходимся по периметру, бутылку раскраиваем. Относительно ровно надо стараться. Но у меня как-то вот как получается, так получается. Вот мы по зубьям этой бутылки так вот обрезаем донышко. Желательно, конечно, стараться, чтобы это все было ровно. Чем ровнее будет, тем меньше у вас возможности, что что-то пойдет не так. Ну, я вот как получается, так вот отрезал, вроде как ровно. Так, затем, для того, чтобы сразу потом не подрезать кончик, а в экструдер его впихать, чтобы легко было загнать конец прутка в экструдер, я прямо здесь, вот с этой стороны, начинаю подготавливать кончик. То есть берем миллиметр, полтора, там 2 и ведем его вот так. Вот отрезаем. Вот. Вот такой вот сантиметра 4, там 5 кончик сделали. Это как раз, он нужен только для того, чтобы заправить его в экструдер. И потом медленно идем
ну, ширину добираем. Вот где-то вот так, чтобы получилось здесь, не знаю, миллиметров 8, наверное. После этого этот кончик заправляем в бутылкорез. У нас вот такое вот дно осталось. В принципе, оно небольшое. Заправляем в бутылкорез. И вот тут вот небольшая, собственно, я не стал делать бутылкорез, который, ну вот тут вот люди, когда делают в интернете, они штанги такие вот ставят, тяги, которые удерживают бутылку под правильным углом. Я на эту фигню не стал заморачиваться. Может быть, и заморочусь, пока оно мне не надо, у меня и так режется все. Я просто беру, когда... Сорян. Когда режу бутылку, я просто вот, ну, здесь вот придерживаю ее пальцем. Точно то же самое я делаю и с 5-литровками, тоже достаточно удобно. Тут у них есть ручка для переноски, за нее взял, она как шайба действует. И одной рукой тяну за вот этот вот кончик, вот этот. Второй я придерживаю бутылку. Придерживать бутылку нужно таким образом, чтобы вот здесь вот у нее есть край. Не знаю, видно будет, не видно. Вот край бутылки входит в бутылкорез. Вот зеленое на зеленом не очень видно. В общем, вот этот вот край должен касаться прорези, дна прорези. То есть не надо сильно давить. Вот вы как, когда машину ведете, вы, стараясь удерживать ее прямо, руль не поворачиваете, а просто вот его как бы как придавливаете. Вот и здесь не нужно нажимать, а именно вот как направлять бутылочку, не особо, без нажима, без особого. Так, ну давайте попробуем протянуть. Одной рукой я беру вот здесь вот так вот, второй тяну, и вот она легонечко пошла. Первый неровный виток, он может идти как-то не так, а все остальное идет очень легко, без нажима, без каких-то усилий. Вот она разматывается. Так, вот здесь мы подходим к изогнутому горлышку, вот тогда, когда горлышко уже меняет свою геометрию. Можно, все остальные люди, они в целом больше не используют бутылкорез для нарезки, они просто здесь вот останавливаются, потому что дальше криво идет, и вероятнее всего им просто сложно удержать ее. Для того, чтобы дорезать прямо вот до самой вот крышечки, нужно просто вот на этом сгибе вот так вот ее приподнять и опять-таки переднюю кромку прижать к переднему краю прорези и продолжать дальше резать. Вот как-то вот так. Вот она пошла. Вот геометрия изменилась, ее пытается даже чуть-чуть вот наклонить. Вот не препятствуем ей, пусть она там наклонена, так и будет. А мы дальше тянем. Дальше тянем. Снова тянем. И снова. Вот здесь вот тянется уже как-то так. И, собственно говоря, у нас остается вот такая вот маленькая крышечка, которая, естественно, уже не используется. И вот такая вот лента, которая нарезана из бутылки. Я перед съемкой видео не стал бутылку подготавливать так, чтобы вот полностью счищать на горлышке. Это не очень удобно делать. Я потом покажу, как можно легко удалить
Если этикетка бумажная, то ее, в принципе, можно удалить. Сейчас давайте посмотрим, как, ну, на качество именно реза. Посмотрим, насколько ровный делается этот самый, а, насколько ровная делается лента. Для того, чтобы подготовить ее к переработке, я вот распечатал здесь вот такую катушку. У нее есть 3 прорези. Вот я в эти 3 прорези как раз горлышко и заправляю. Вот видите, несмотря на то, что горлышко кривое, и вот у нас в принципе она вся такая вот изогнутая в дугу, но диаметр здесь 10 миллиметров так идет, идет, идет. Мы заправляем сюда, сюда и сюда. Вот так. Жалко, я выбрал зеленую катушку, надо было выбрать напечатать белую, чтобы было удобней визуально видно. Так, подальше. Прижимаю крышкой. И после этого сюда просто наматываю материал, который мы нарезали. Давайте я сейчас на паузу нажму. Ну вот я смотал сейчас на катушку, подготовил к переработке. Ну вот если вы видите, я не знаю, сейчас постараюсь показать, видно будет, не видно. Сейчас мы крышку снимем так, чтобы она не развилась. Вот. Вот качество нарезки. То есть вот здесь у нас уже пошло горлышко. Здесь намотка не плотная, потому что ее плотно не намотать. Когда разрежете, вы видите почему. А вот там, где был именно тело бутылки, вот такой вот, не знаю, видно будет, не видно. Вот, вот такой вот. Все ровно, все красиво. Ну, там, может быть, она на десятку и различается, но в целом все хорошо. Пятилитровка заполняет эту катушку, вот, ну, почти полностью до сюда. То есть это вот полторашечка, пятилитровка полностью все. Дальше зажимаем, и у нас уже вот здесь вот есть кончик, который подготовлен для заправки. И идем перерабатываем филамент. Так, теперь с этим понятно, я надеюсь. По ширине ленты я понял, что нужно где-то 9-10 миллиметров. До конца еще не знаю, насколько там обосновано. Нужно просто смотреть. Я делюсь сейчас наработками, которые не доведены до идеала. Просто что есть, то показываю. Так, давайте посмотрим на качество уже переработанного прутка. Я хотел диаметр показать. Вот у меня есть, я перерабатывал. Ну, давайте вот виточек возьмем. Попробую показать ширину. Не знаю, видно 1,7. Вот какой-нибудь любой другой виточек возьмем. Ну, вот этот, к примеру. Эй, пал. Один и 7. Ну, давайте откуда-нибудь вот отсюда вот да, возьмем виточек. Давайте попробуем. Так, не знаю, видно будет. Блин, не вижу. 1,7. То есть диаметр в прутке достаточно стабильный, и заполнение может быть разным, а диаметр стабильный. То есть это гарантия того, что при входе в экструдер у нас ничего нигде не застрянет, и можно регулировать шестерню, которая цепляет филамент и ну, протягивает его в экструдер на натяжение конкретно под этот диаметр. Сделаете 1,6, если сопло, то у вас где-то 1,7 диаметр будет. Вот, ну, вот так вот.
Дальше. По поводу геометрии. Вот первые несколько. Это вот стандартный ABS. Тот покупной, который я в Creator Planet покупал на Восстание. Ну, вот такой у него верх. Вот такой у него как бы X и Y. Вот такой у него. Сейчас. Видите, Y уплыл сильно вверх. Вот то, что распечатывалось, это самые-самые первые пробные, когда у меня первый проток я выгнал из еще первой ревизии моего станка, она чуть другая была. Но вот мне удивлен приятно было, что Y никуда не поплыл, то есть он печатает точнее, чем ABS. И это потом на многих моделях тоже было заметно, что он формы держит вот такие сложные, он лучше держит. Ну вот здесь вот заполнение относительно ABS заводского можно посмотреть. Конечно, камера особо не передает, но я вам могу сказать, что опять-таки контуры точнее и закрытие происходит намного приятней. Если присмотреться, то вот здесь есть белесость такая. То есть, да, действительно, если у нас без обдува печатаются детали, и закрывается крышкой, она маленького размера, то да, здесь вот пластик перегревается, кристаллизуется, и это визуально видно. Так, ну и вот белый кубик, тоже из первых партий. Ну, в целом, по геометрии у меня нареканий нет. Жалко, что я не смогу вам показать, ну, у меня нет режима макро, чтобы показать, сравнить именно стенки, углы. Но в целом для наших задач, ну, это не художественный пластик, им нельзя печатать какие-нибудь там девиц всяких голых или лягушек с тоненькими пальчиками. У него диаметр гуляет, объем гуляет, и все равно именно художественные вещи будут получаться с косяками. Но для печати каких-то коробок, для корпусов, для крючков, вот по работе требуются крючки для стиральной машины, к примеру, отпечатать. Очень замечательная вещь. Все, в общем-то, укладывается в размеры хорошего качества и достаточно износостойкая. Так, с этим дальше. Вот моя первая бобина, причем станок. Вот это он был отпечатан из АБС, это производство заводское. Это вариант первого станка. К нему была вот такая бобина. Я к чему? Я хочу показать, что при работе вот здесь вот образовались, не знаю, она будет видно на камеру или нет. Так. Вот промятины, видите? То есть он сделал где-то метров 200-250 филамента, и вот здесь вот и в АБС пластике появились вмятины. Ничего подобного нету на отпечатанном из ПЭТа шестеренках, то есть они намного прочнее, намного износостойчивее. Крышка здесь вот 2 винта использовалась, она вся разошлась. То есть ее просто оторвало при намотке витками разорвало. Я сейчас в новой той выложенной конструкции сейчас 8 винтов по кругу сделал. Проблема ушла, ничего не отрывает, все красиво. Так, что еще хотел показать? Так, вот что хотел еще показать. Давайте попробуем. Я вот говорил, вот у меня есть крышка от консервной банки, ветчина. Давайте попробую, покажу вам, что делает мой бутылкорез с баночкой. Я просто сейчас снимаю эту проставку. Для того, чтобы изменить ширину ленты, у меня есть файлики, в котором будет выложен в репозитории этот бутылкорез. Там есть от 8 до 10. То есть вот эта длина этой щели у проставок разная.
И они все подписаны. Не знаю, на камеру будет видно, что здесь вот 10 миллиметров. Вы когда распечатаете, будете видеть. Я ее сейчас пока сниму, для того, чтобы ее саму не попортить. Одену подшипник без направляющей. Опять-таки вот ее чуть сильнее подожму. Берем консервную банку, загоняем. Я двумя руками, чтобы не порезаться, потому что не хочу рисковать. Вот с первого раза она, конечно, не прорезала. Сейчас я подтяну еще винт, чтобы она посильнее жала, прижимала. Давайте еще разочек попробуем. Вот. Еще разочек. Еще разочек. Еще разочек. Вот, то есть вы видите полосочки. Ай, вот так можно порезаться. Не, так уже. Я к чему? Я к тому, что покажите мне бутылкорез на просторах интернета с какими-то лезвиями, канцелярскими ножиками, еще чем-то, кто могли бы вот так вот кромсать этот самый. И при этом после этого еще что-то резать. Надеюсь, вам на вопросы на основные ответил. Там, что в комментариях будут задавать. Ну, то есть, если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментарии, я отвечу, может быть, что-то пересниму. Будет еще третье видео, когда я докорпусирую контроллер. Я покажу уже корпус с кнопочками, все по красоте будет. И ну, ответы на вопросы тоже все по бутылкорезу и по станку по протяжке тоже на все отвечу. Все, всем пока. Вопросы будут, задавайте, пока.